Друзья, недавно я побывал в маленьком городке в самом сердце Америки, и он меня изрядно удивил. Оказывается, именно в этом тихом провинциальном населенном пункте в штате Миссури произошли события, напрямую повлиявшие на ход истории. Все дело в том, что именно в Фултоне 5 марта 1946 года один из самых влиятельных политических деятелей 20 века Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, которая не только дала имя явлению, которое мы с вами знаем как железный занавес, но и положила начало холодной войне. И, возможно, по сей день на нашу с вами жизнь влияет то, что случилось на этой земле без малого 80 лет тому назад. Я обошел вдоль и поперек уютной улочки Фултона, побывал в самом эпицентре тех исторических событий, нашел невероятные артефакты холодной войны и, конечно, запечатлел для вас эту уникальную атмосферу, чтобы после просмотра ролика у вас осталось ощущение, что вы побывали там лично. Вы на канале «Как перекати поле», и у нас здесь про путешествия по неочевидным городам США и самые интересные новости о происходящем в Америке. Подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. C'est parti! Итак, для начала давайте разберемся, где мы находимся. Миссури достаточно крупный густонаселенный штат, и обычно его разделяют на 4 территории – западная, восточная, южная и центральная. На западе и востоке у нас расположено два самых крупных мегаполиса штата – Канзас-Сити и Сент-Луис. Видео об этих городах либо уже на канале, либо скоро появятся. На юге чуть меньше, но все еще крупный Спрингфилд. А в центральной части у нас есть два главных центра – Колумбия и Джефферсон-Сити, столица штата. Они находятся в получасе езды друг от друга, и города активно взаимодействуют. А где-то между ними располагается маленький, но заметный Фултон. Население Фултона на 2025 год 12 387 человек, что делает его 75-м по численности населения в штате Миссури. Он входит в агломерацию Джефферсон-Сити. Фултон является университетским городом США. В нем располагаются сразу два крупных частных университета – Уильям-Вудский университет и чуть более престижный Уэстминстерский колледж. О нем поговорим подробнее немного позже, так как именно там Черчилль произнес свою речь. По меньшей мере 2000 человек, а то и все 2500, являются студентами и академическим составом, то есть примерно 1/5 населения города. Университетские города – это особые места на карте США. Зачастую они небольшие по размеру, но являются очень живыми и урбанизированными, так как студенты проживают компактно и для них открывается множество точек притяжения, различные кофейни, арт-пространства и так далее. То есть университетский город на 10 000 человек и типичный город США на 10 000 человек очень разные по ощущениям. Обычный город будет сонным, неактивным, растянутым субурбиями, а студенческие городки наоборот. У нас на канале уже есть одно видео про такой город в штате Пенсильвания. Вы можете найти его по ссылке внизу экрана или в описании к ролику. Давайте прогуляемся по центру города, чтобы вы лучше поняли, что имеется в виду. Замечу, что видео снято во время летних каникул, так что большинство студентов разъехались по своим родным городам, где проживают их родители. Но тем не менее, по количеству кафешек на квадратный метр становится понятно, что во время семестра здесь кипит жизнь. Уважаемые, сейчас мы находимся на главном перекрестке исторического центра Фултона, так называемого Historic District. Можно сказать, что это Landmark Building, и если вдруг ваш друг решит прислать вам открытку из Фултона, с высокой долей вероятности на ней будет изображено именно это здание. Они всегда готовы к Рождеству, хотя лето. В данный момент в нем располагается офис риэлторской компании. Вот одно из самых красивых зданий в этом городе. Оно прикольно. Но на самом деле весь исторический даунтаун Фултона – это одна сплошная достопримечательность. Его также называют Brick District, что дословно переводится как «кирпичные кварталы». И это описание района крайне точно. Большинство зданий здесь выполнены из долговечного кирпича. По большому счету, Brick District включает в себя всего лишь 4 квартала, то есть буквально за 15 минут мы обошли его полностью, если бы не одно маленькое «но». Практически в каждом здании здесь располагается что-то интересное. От антикварных бутиков до кафетериев. В каждом заведении вы можете провести кучу времени. Кстати, хочу завести новую традицию на канале, заходить в примечательные кофейни или рестораны в городах, которые посещаю, если, конечно, вы не против. И прямо здесь у нас главное заведение в Фултоне. Это ресторан под названием Beck's. У него самое большое количество отзывов на Google Maps. В него и зайдем попробовать что-нибудь вкусненькое. Я выбрал два тортика – Boston Cream Pie и Cheesecake Turtle. Слава богу, я имею право не показывать вам, как позорно я делаю заказ. Официантка подошла, спросила, что хотите пить, а я ответил «I just Americano». Было стыдно, больно, но мне все-таки принесли мой напиток и тортики, так что пробуем. Было вкусно. Но это удовольствие обошлось мне примерно в $25 вместе с чаевыми. То есть кусочек торта около $8 и кофе около 5. Ну, цены недалеко ушли от пресловутого Starbucks, но здесь значительно вкуснее и располагается это в памятнике архитектуры и дизайна. Очень крутое оригинальное историческое здание, так что окей.
В соседнем билдинге музея округа Каллоуэй. Здесь мы сейчас находимся. В текущем месяце проходит выставка свадебных платьев, которые были сшиты более 100 лет назад местными фултонскими дизайнерами. Я не знаю, как бы оценили эти платья Вера Вонг или Галя Лахав, но кажется, выглядит гламурненько. Всего в рамках Brick District около 57 памятников архитектуры. Большинство из них были построены между 1877 и 1954 годами в таких архитектурных стилях, как Второй ампир, неоклассицизм, а в основном в стиле колониального возрождения. Многие здания были спроектированы местной звездой архитектуры Моррисом Беллом, который учился неподалеку в престижном университете Миссури, где я тоже побывал в городе Колумбия. По вышеперечисленным причинам Фултон множество раз признавался лучшим маленьким городом в Миссури различными изданиями. Быстренько пробежимся по истории города. До 1803 года эта территория принадлежала Франции, после чего была куплена в рамках Луизианской сделки, и почти сразу на этом месте начали возводить поселение. В 1825 году оно было основано и названо в честь инженера-изобретателя Роберта Фултона, который разработал в Нью-Йорке один из первых пароходов примерно во времена основания города. А также по заказу Наполеона Бонапарта в 1800 году соорудил первую подводную лодку в истории человечества под названием Наутилус. Название вам наверняка известно. В 1859 году городок был инкорпорирован, после чего началось его активное развитие, кульминацией которого стало приглашение сюда в 1946 году легендарного Уинстона Черчилля. Интересный факт. Если гуглишь на русском языке Фултон, то сразу выходят ссылки на речь. То есть, несмотря на то, что город дал свое название этой речи, особо известнее он не стал, так как других сколько-нибудь значимых событий здесь не происходило. Итак, почему же был выбран именно Фултон? Сразу после окончания Второй мировой войны, в марте 1946 года, Уинстон Черчилль, уже не премьер-министр, но все еще одна из ключевых фигур мировой политики, отправился в отпуск в Америку. Уже находясь в Соединенных Штатах, он принял приглашение скромного в то время Вестминстерского колледжа в городке Фултон, штат Миссури, прочитать лекцию о международных отношениях. Именно этот кампус с его знаменитой исторической башней вы сейчас видите на своих экранах с высоты птичьего полета. Черчилль согласился, но выставил одно условие. Его должен был сопровождать действующий на тот момент президент Соединенных Штатов Гарри Труман, который по совпадению родился в Фултоне. Так что Труман без раздумий согласился. 5 марта 1946 года Фултон встретил Черчилля и Трумана настоящим триумфом. Тысячи людей выстроились вдоль улиц, приветствуя кортеж. Атмосфера была невероятно торжественной. В переполненном спортзале колледжа, где сейчас мемориальный зал, перед студентами, преподавателями и гостями Черчилль произнес речь, которая навсегда изменила историю и вошла в учебники. Сейчас, уважаемые зрители, я предлагаю послушать несколько абзацев этой речи. Полную версию вы легко сможете найти в интернете, а если вам не интересно, вы можете отмотать на несколько секунд вперед. Тайм-коды указаны внизу для вашего удобства. Опасность, которая подстерегает семейные очаги и простых людей в наши дни – тирания. Мы не можем закрывать глаза на то, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской империи, не действуют в значительном числе стран. Некоторые из них весьма могущественны. В этих государствах власть навязывается простым людям всепроникающими полицейскими правительствами. Власть государства осуществляется без ограничений диктаторами либо тесно сплоченными олигархиями, которые властвуют с помощью привилегированной партии и политической полиции. А в настоящее время, когда трудностей все еще так много, в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны. Мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы свободы и прав человека, которые представляют собой совместное наследие англоязычного мира и которые в развитии Великой Хартии Билля о правах закона Habeas Corpus, суда присяжных и английского общего права обрели свое самое знаменитое выражение в Декларации независимости. Они означают, что народ любой страны имеет право и должен быть в силах посредством конституционных действий, путем свободных, нефальсифицированных выборов, с тайным голосованием выбрать или изменить характер или форму правления, при котором он живет. Что господствовать должны свобода слова и печати, что суды
независимые от исполнительной власти и не подверженные влиянию какой-либо партии, должны проводить в жизнь законы, которые получили одобрение значительного большинства населения, либо освящены временем или обычаями. Это основополагающие права на свободу, которые должны знать в каждом доме. Таково послание британского и американского народов всему человечеству. Давайте же проповедовать то, что мы делаем, и делать то, что мы проповедуем. На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем, и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В Англии я не сомневаюсь, что и здесь тоже питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и нашим народом по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим долгом изложить вам некоторые факты. Уверен, что вы желаете, чтобы я изложил вам факты такими, какими они мне представляются о нынешнем положении в Европе. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. Таким образом, речь Фултона стала не просто лекцией. Это был мощный манифест, кардинально изменивший расклад сил послевоенного мира. Слова, произнесенные в стенах этого колледжа, эхом разнеслись по планете и положили начало эпохи, известной нам как Холодная война. Маленький Фултон на один день стал центром мировой истории. За моей стеной это Берлинская стена. Это реальная стена, которая разделяла Берлин и была физической границей проамериканской Европы и просоветской. В 1989 году Берлинская стена пала, что стало мощным символом краха того самого железного занавеса, о котором предупреждал Черчилль. Фрагменты стены стали ценными артефактами и рассылались по всему миру. В частности, 2 блока хранятся в Музее современной истории в Москве. А вот Фултону подарили огромный сегмент этой стены, и экспозиция была торжественно открыта 9 мая 1992 года. И в этот раз Фултон снова встречал именитых гостей, так как на церемонию открытия приехала сама Маргарет Тэтчер, премьер-министрка Великобритании, известная как Железная леди. Она также нанесла на стену мелом фразу «Эта стена пала, но цемент пока еще не высох. Теперь возводите свою стену», подразумевая строительство демократии. А теперь, друзья, небольшое важное отступление для тех, кто мечтает о переезде в Штаты. Как вы, наверное, знаете, каждый октябрь открывается регистрация на лотерею Green Card. Это на самом деле один из самых простых способов переехать в США легально. Я сам когда-то приехал именно так, и теперь наслаждаюсь жизнью здесь, снимая для вас эти ролики. Процесс подачи заявки кажется простым, но там много тонкостей, из-за которых заявку могут отклонить. Если вы не хотите рисковать и хотите, чтобы ваш шанс был максимальным, я могу помочь вам правильно заполнить анкету. Для меня это символическая плата, как поход в кофейню, а для вас уверенность в том, что все сделано без ошибок. В описании к видео я оставил ссылку, перейдя по которой вы найдете все подробности. Это отнимет у вас максимум 2 минуты. Кстати, если вы уже победили в лотерею Green Card, я также помогаю с заполнением анкеты DS-260. А теперь давайте вернемся к Фултону, потому что там еще есть на что посмотреть. На границе даунтауна городка Фултон проходит примечательная улочка, на которой расположено сразу 3 христианских храма. Можем наблюдать контраст архитектуры. Историческая церковь и вот современное здание церкви. Ну, это храм, да. Вот так, ну тоже неплохое, тоже ничего. Пресвитерианский храм был построен в 1885 году в стиле готического возрождения, и изначально у него было 2 высоких башенных элемента и шпиль, но в 1929 году в шпиль ударила молния, после чего шпиль удалили, а башню укоротили. Проектировал здание уже упомянутый ранее Морис Белл. Баптистский храм, выглядящий более современно, был построен в 1981 году, и он является самым посещаемым в Фултоне. А вот самое красивое здание у Объединенной христианской церкви, которая была признана объединить все христианские конфессии. Возможно,
Возможно, поэтому был выбран архитектурный стиль эклектика. Оно было построено в 1912 году на месте разрушенного храма, который строил все тот же мистер Белл. Кстати, если вам понравился Фултон и вы запланировали его посетить, у меня для вас есть кое-что полезное. Я создал подробный путеводитель именно по этому городу, где собрав все маршруты, секретные места и, конечно, варианты иммиграции сюда, в частности, поиск работы. Этого вы не найдете в интернете. У меня такие гиды есть по каждому из 35 городов, где я побывал. Ссылку на гид по Фултону и на всю коллекцию я оставил для вас в описании к видео. Там вы найдете все, чтобы спланировать свою идеальную поездку или даже переезд. А теперь давайте кратко обсудим стоимость жизни здесь. Дома в Фултоне стоят в среднем по 225 тысяч долларов. Как правило, эти дома около 160 квадратных метров жилплощади, плюс гараж, плюс подвал, а также земля перед домом и на заднем дворике. Это гораздо ниже средней стоимости дома по США, который равняется 370 тысячам долларов. И даже ниже средней по штату Миссури, 260 тысяч долларов. К сравнению, в соседнем городе-миллионнике Канзас-Сити средняя стоимость дома 300 тысяч. А вот зарабатывают в Фултоне в среднем 55 тысяч долларов на семью. Зарабатывают эти деньги в 3 крупнейших отраслях по числу занятых, где трудятся по меньшей мере 2000 фултонцев: здравоохранение, розничная торговля и образовательные услуги. Как вы помните, мы находимся в студенческом городке. Если вдруг вы профессор, то могли бы попробовать устроиться в один из 2 университетов здесь. Упомянутый ранее Вестминстерский колледж был основан в 1851 году и на данный момент входит в топ-200 лучших учебных заведений с гуманитарными факультетами в США. Уильям-Вудский университет, основанный в 1970 году, немного скромнее, входит в топ-400 лучших университетов США, но зато поступить в него немного проще. Уважаемые зрители, буквально на днях YouTube внедрил новую функцию для продвижения каналов с маленьким количеством подписчиков, таких как мой. И теперь некоторые из вас могут увидеть кнопку «Хайпануть это видео», находящуюся примерно между секцией лайков и комментариев. Не во всех странах эта функция доступна, но если у вас да, то я буду бесконечно благодарен, если вы нажмете ее, а также поставите лайк этому видео. Это очень поможет развитию моего канала и, соответственно, у меня будет больше мотивации выпускать подобные ролики чаще. Спасибо вам большое, что остаетесь со мной. А теперь предлагаю плавно переместиться в самый большой парк, который есть в городке Фултон и расположен практически в центре. Называется Мемориальный парк и был основан в 1920 году на деньги местных жителей, которые хотели посвятить его своим соседям, ушедшим на Первую мировую войну в Европу. Изначально имена всех этих солдат были выгравированы на бронзовых табличках, размещенных на колоннах, но недавно их перенесли в здание суда, чтобы сохранить от разрушения. Церемония открытия парка в 1922 году сопровождалась процессией с авиашоу и сбросом цветов прямо из самолетов в память о погибших. Здесь такие крутые интерактивные игры. Можно поиграть вот в выпинывание. Это меня выпинывают. Говорю, пошел вон отсюда, из этого парка. Шучу. Никто меня не выпнет. Я не нарушаю никаких правил, знаете ли. Парк занимает более 5 акров и в 2012 году был полностью реконструирован. К нему добавили замечательную детскую площадку с огромным количеством интерактивных игр, а также зонами для барбекю, где можно отдохнуть всей семьей. Вот такие у нас детские площадки. Похоже на как в Чикаго большая фасолина. Выглядит очень круто. Посмотрите, как классно. Вообще топ-контент. Через парк проходит пешеходная тропа под названием Stinson Creek Trail протяженностью около 10 километров, вдоль которой протекает одноименная речка, озера и даже небольшой водопадик. Я по трейлу идти, но не получится, мы тут не пройдем, потому что очень глубокая вода. Много грязи, затекло все сюда. Так что пойдем туда, где нет грязи, и ознакомимся с оставшимися в Фултоне достопримечательностями. Первый из них – это особняк Джона Августуса Хаккадея, который был влиятельным адвокатом в штате Миссури и заказал себе постройку данного дворца в стиле греческого возрождения в 1863 году. На год раньше был построен другой домик, ставший объектом культурного наследия. Дом того самого Мориса Белла, который построил огромное количество упомянутых ранее зданий в Фултоне. О себе он не забыл и отстроил такой прекрасный дом в стиле колониального возрождения. Кроме того, нельзя не отметить историческое фултонское депо, которое ныне функционирует как музей, а раньше, с 1911 по 1930 год, выполняло свою прямую функцию как железнодорожная станция. Кстати, иногда здесь проводится местный фермерский рынок, и по выходным можно выпить чашечку кофе, хотя вокруг достаточно бедные кварталы. Интересно, вот это здание заброшенное, кто-то живет, тут вот детская коляска. А у соседнего дома вывесили портреты короля и королевы выпускного бала местной школы. А прямо напротив, чтобы вы подумали, магазин подсолнухов. Можно вот так вот приехать, купить льда. Прямо на улице. Где вы такое еще видели, как не в Америке? Но лед бы не помешал, знаете, может быть возьмем.
А сейчас на ваших экранах христианский храм, который посещают в основном афроамериканцы. Собственно, район преимущественно заселен ими. Друзья, перед вами библиотека, которая находится на этом месте аж с 1911 года. Ее строительство оплатил самый богатый человек США того времени, имя которого вы наверняка слышали – Эндрю Карнеги. Когда-то он полностью профинансировал строительство 2000 библиотек по всей Америке. Это очень интересная история, я как-нибудь сниму про это отдельное видео. Так что не забывайте подписываться на канал. Кстати, я был в Питтсбурге, городе, где Карнеги оставил самый большой след. Там находится один из лучших в США и даже в мире музей естественной истории, где можно увидеть огромную коллекцию динозавров. Смотрите, здесь сохранилось окошко аптеки, где когда-то можно было прямо не выходя из машины заехать за своим рецептом. Когда-то это было прямо вау, ноу-хау. Вообще, с некоторых ракурсов Фултон очень напоминает какой-то старый английский город. Что-то вроде Ливерпуля начала 19 столетия. Вам не кажется? Напишите в комментариях. Давайте сделаем короткие выводы о Фултоне. Ну, городок для 5000 очень оживленный. Сейчас так не скажешь, потому что я опять снимаю там, где нет людей. Но в целом здесь очень живо. В студенческой городке не славятся кофейнями. Вот у меня, видите, сколько кофе? Много. Вот. Там Range Rover стоит, это пока не мой, у меня Jaguar, как вы помните. Здесь есть кофейни, йогуртницы, антикварные магазинчики, ресторан, книжные магазины, бары, сувенирные лавки, великолепные кампусы двух крупных университетов, по которым можно гулять, наслаждаясь природой и научной средой. И самое главное, исторический контекст. Он окружает вас с первой минуты, едва только нога ступает на старинную фултонскую брусчатку. Если вы смотрите это видео из США или планируете сюда переезжать, могу порекомендовать вам свою любимую кредитную карту от банка Capital One. По ссылке в описании к ролику вы сможете перейти по моей реферальной ссылке и заполнить заявку на эту карту. Так вы поможете и мне, и себе. Спасибо. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Я ежедневно выхожу в прямые эфиры из разных американских городов и раз в неделю выпускаю свежие видео. До встречи.